Добрый вечер. Наконец-то я начала говорить на ту тему, которую я давно мечтала. Может, потому что радуга – это символ известной категории людей, а может, потому что меня удивляло объяснение радуги нашей наукой. Допустим, она повязана с преломлением и отражением света, какой-то меры дифракции солнечного света в водных каплях, которые в воздухе находятся. Я никак не могла понять, как маленькие капли могут образовывать такую большую радугу. Если маленькая капля, то маленькая радуга, маленький спектр. Сегодня я очень много посвятила времени Анаксагору. Когда-то еще о нем расскажу. И мне понравилось, как он назвал радугу. Думаю, он был более современный, более умный, чем современные ученые. Он просто сказал, что радуга – это отражение солнечных лучей от плотных облаков. Это ученый, который давно изучал космологию. Он один из родоначальников космологии. Я с ним немножечко посмеялась, но современная наука, предыдущих своих видео, но современная наука его связала с новой теорией, которая объясняет происхождение жизни из космоса, но у него близко такого нет. Я начала глубоко изучать его. Его теории не осталось. Вообще-то, наверное, сгорела в Александрийской библиотеке, я так поняла, его книги сгорели. Но в трудах Аристотеля он вспоминается, и можно проанализировать его учение. Так вот, давайте все-таки обратимся к Библии. Слово – это последняя инстанция. О чем говорит Бог? Это у нас идет 9 глава Бытия. После потопа Господь обращается к Ною. Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу моего облаке, чтобы она была знамением завета между мной и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставлю между мною и между всякой плотью, которая на земле. Бог благословенный, Бог могучий, Бог нас любит, Бог милости. Человечество отвращается от Него. Человечеству нравится жить, не веря в Бога. Я благословляю людей на познание истины. Так все-таки, как образуется спектр? Как образуется радуга? Каким образом Бог сотворил так? Раньше не было радуги. Ной жил до этого. Не было радуги. Радуга появилась после потопа. Бог сказал: вот вам завет. Что Бог сделал для того, чтобы радуга была на земле, отражалась в облаке? Во-первых, я начала анализировать, думаю, и копать. Нашла, что существует белая радуга, которая кругом размещена. Там только фиолетовый луч света. Она четко кругом нарисована. Каким образом это бывает? Потом есть округло-горизонтальная дуга, которая
получается только когда Солнце находится выше 58 там с чем-то градусов. Вот. И что? И она находится высоко в облаках и только отражается от перистых туч. И что? Пришли мы к выводу, где же спектр образовывается, с помощью чего? Где призма? Где преломление света происходит? Меня осенило. Вода затопила Землю. А каким образом? Через лед. А где лед находится? Что является призмой, которая преломляет свет от Солнца? Оказывается, что даже при ночном свете Луна тоже образовывает спектр. Это ее можно увидеть, конечно, не в таком, не так насыщенные цвета. Вот что Бог сделал. Он просто охладил какой-то уровень атмосферы, и вода там находится не паре, а льдом, лед. И таким образом образовывается такая призма. Лед образовывает призму, и получается преломление света. Вот такое мое откровение об образовании радуги. Будем искать дальше. Если кто-то не согласен, будьте благословенны.